Друзья, сегодня первый день, когда Flickr стал опубликовывать работы в ленте Explore, отобранные для конкурса «Фотография года» 2023 года. Для тех, кто не верит, что фотография существует, что черно-белая фотография в тренде, что портреты и стрит-фотография в очень высоком тренде, посмотрите сегодняшние работы и те, которые будут опубликованы в ленте Explore Flickr сегодня, завтра и на выходных. Я думаю, что в ближайшие выходные мы увидим победителей, и вы сможете оценить, насколько фотография современная, интересна для тех, кто ее любит. Итак, давайте поговорим сегодня про стрит-фотографию. Погнали! Сегодня запишу небольшой подкаст о использовании моей Sigma камер серии Foveon в качестве камер для стрит-фотографии. Вы знаете, что этот жанр до сих пор востребован. Более того, он монетизируется не только на площадках, подобных SmackMag и прочих. Спрос на стрит-фотографию с каждым годом вырастает. Плюс это не совсем простой жанр, как многие считают, а именно этот жанр раскрывает человека в связи его с городом, в связи с средой, в связи с природой, с космосом, с бытием и прочее, прочее, прочее. Такие великие мастера, как Ансель Адамс и прочие, которых вы наверняка знаете, считали, что это самый главный жанр. Я считаю тоже, что в отличие от портрета, стрит-фотография требует гораздо более серьезных навыков работы как с пейзажем, как с архитектурой, с арт-фотографией, которой я тоже занимаюсь. И подтверждение тому, что камера Sigma Foveon может использоваться, несмотря на свои недостатки чувствительности в стрит-фотографии, я записывал множество видео на своем канале. Давайте же рассмотрим эти простые приемы, которые позволят вашу Sigma Foveon использовать для стрит-фотографии максимально удобно для вас и с наименьшими потерями. Более того, комментарии, которые мне оставляют мои подписчики во Flickr, которые пользуются камерами Leica, которые изначально очень популярны для стрит-фотографии. Так вот, несколько авторов, которые пользуются Leica M9, M10, оставляли комментарии под моими фотографиями, черно-белыми стрит-фотографиями, а также в технике Colorate, сепия и цветными, что им очень нравится и стиль, и исполнение, и в том числе характеристики как света, так и деталей. Ну, а детали Foveon вы знаете, что благодаря технологии Foveon, о которой я рассказывал и множество видео записывал, это действительно выдающаяся камера. Я получаю в том числе отклики на нашем Telegram-сообществе Фотоскоп, ну или по поиску Foveon, вы можете оставить свои вещи, свои комментарии. Те же, кто смотрит короткие ролики, друзья, я их закрыл все, но в нашем канале Telegram эти короткие ролики доступны по ссылке. Так что вот. Итак, начнем. Первое условие стрит-фотографии – это скорость. Скорость работы вашей камеры. Поэтому важно установить режим, который позволил вам быстро включить камеру. Такой режим быстрого включения в камерах Foveon существует. Дальше. Для того, чтобы не мучиться, сделайте кастомные установки в своей камере. В инструкции от камеры есть. Я записывал ролики, в том числе, как этими быстрыми установками пользоваться. Если же вы не хотите этим заниматься, то изначально поставьте ваши камеры в режим черно-белой съемки. Тем не менее, я испытывал варианты в черно-белом и в цветном обработке, и могу сказать, что черно-белый режим обладает некими артефактами, поэтому в цветном варианте, в стандартном или в нормальном режиме цвета, потом работать перевод в черно-белое гораздо эффективнее. Я бы оставил цветной вариант или нейтральный режим, или стандартный. Это что касается установок цветности. Теперь, что касается работы с разрешением. Я провел множество фотосессий и записал множество роликов по режиму Varial Pixel Mode, так называемый.
Этот режим многие хаяли, но тем не менее сейчас даже компания Sony стала использовать эту технологию. В последних айфонах она тоже реализована, когда ячейки симметрично объединяются. Favicon имеет неоспоримое преимущество в этом ключе, поскольку не требует фильтров низкого порядка, и, соответственно, никаких артефактов в этом режиме не возникает, в отличие от байеровских матриц. Но самое интересное, что если вы поставите этот режим, а как он ставится, я записывал ролик, но вкратце я вам скажу. Ставите минимальное разрешение и максимальное качество. Именно минимальное разрешение, порядка 1,5 или 2 мегапикселей. Благодаря этому то, что вы получаете размер ячейки не одну ячейку, а 4 объединенных в слое с 3 цветами, это дает 12-кратный прирост потока света. Это действительно работает, друзья, и поэтому кто писал комментарии там 10 лет назад и сейчас до сих пор пишет, переписывая чужие мысли, не пользуясь этими камерами, что эта камера снимает только до 400 изо. Я снимал этой камеры на чувствительности 1600, 3200 и даже 6400. В режиме VPS камера снимает без проблем с минимальными шумами в городских условиях, даже в пасмурную погоду и в дождь на чувствительности 800 единиц. Я снимал и на 1200, и на 3200, и на 6400. 6400, конечно, требует определенного навыка, но 800 абсолютно реально снимать с рук, друзья. Дальше, что касается съемки с рук. Здесь два приема, которые вам позволят быстро это делать и качественно. Если вы используете камеру в качестве скрытой съемки стрит-фотографии, то установите вместо заглушки от горячего башмака уровень. Это вам позволит снимать скрыто, грубо говоря, от пояса и держать ровно горизонт. Это очень простая штука, она стоит копейки, можно купить за 100 рублей, но позволит вам ровно держать горизонт камеры, несмотря видоискатель. Следующий вариант использования камеры без штатива, когда вы чувствуете, что очень низкая освещенность, но штатив вы не можете разложить для стрит-фотографии. Я использую видоискатель, который крепится к экрану с лупой большой кратности, который позволяет увидеть вам мельчайшие детали. И если вы снимаете стрит какой-то, требующий долгого времени фокусировки, это идеальное условие, во-первых, для фокусировки, во-вторых, он заменяет штатив. Я записывал несколько роликов, показывал вам, что человек превращается с этим видоискателем в некое подобие мертвого, практически 100% устойчивого штатива. И мои фотографии говорят об этом, что можно снимать даже с выдержками 1/15 секунды в таком положении и добиваться того, что добивался я в 80-х годах с помощью дальномерных камер. Это что касается четкости изображения и точной фокусировки. Теперь поговорим о еще каких-то особенностях съемки на Favicon в стрит-фотографии. Ну, я бы рекомендовал, конечно, всегда использовать бленду. Это не только для защиты линз, если вы не используете защитное стекло, но в том числе защиты от падений. Мой опыт говорит о том, что всегда, когда у меня камера падала с блендой, все оставалось целое, никаких проблем не было. Один-единственный раз я не одел бленду, сложил ее, и у меня стоял поляризационный фильтр компании Sigma. Он замялся, несмотря на то, что он бронзовый. Поэтому всегда ставьте бленду в открытое положение, даже если снимаете в пасмурную погоду. Она защитит вас от дождя, защитит от брызг, от вашего дыхания и от прочих всяких мелких пылей, которые в городе существуют, если вы снимаете в городских условиях стрит-фотографию. Это правило должно для вас отчеканиться в мозгу, и когда вы достаете камеру, более того, я складываю камеру с открытой блендой. То есть она у меня всегда с присоединенной блендой в рабочее состояние. Это позволит вам сэкономить микросекунды, доли секунды, которые быстро позволят включить камеру и буквально через 2 секунды уже снимать. Вы не упустите интересный кадр. Это хороший прием. Следующее, когда вы достаете камеру из сумки, камера Sigma Favicon не имеет удобного хвата, поэтому я рекомендую и для защиты от падений, и для очень устойчивого хвата все-таки купить L-брекет. Это первый аксессуар, который я рекомендую
покупки после камеры. Раньше я считал, что это бленд, а теперь считаю, что L-брекет, потому что бленду можно рукой закрыть, если что, но L-брекет при падении сразу защищает камеру и позволяет устойчиво держать ее. Для стрит-фотографии это очень важно. L-брекеты стоят копейки, я покупал когда-то за 1500, я думаю, что сейчас можно, в принципе, за эти же деньги купить, несмотря на изменение курса. Это боковая штука. Желательно купить ее с подарка Swiss крепеж, который стандартный во многих дорогих, хороших, качественных штативах. Плюс L-брекет боковой позволяет вам снимать и вертикально, и горизонтально на штативе. Более того, если у вас даже нет штатива, и есть какие-то условия, где вам нужно снять себя или снять какой-то кадр на очень длинных выдержках секунды, на этот L-брекет, если вы ставите камеру просто на камень, на траву, куда угодно, он является некой защитой от грязи, от всего остального. Поэтому у меня есть множество кадров, которые в том числе и заходили в ленту Explore, которые я показывал, и людям нравилось очень, снятые просто с установленной камерой через вот этот L-брекет, без всяких штативов. Это вам так называемый лайфхак. Теперь, что касается батареек, аккумуляторов. У меня 3 аккумулятора, и я практически их не менял. С момента покупки камеры я докупил только 1 аккумулятор, этого хватает вполне. Мой стиль фотографии не включает щелканье там по 10 тысяч фотографий в час, поэтому я каждый кадр строю, каждый кадр продумываю, поэтому в данный момент я уже перешел на режим съемки за одну фотосессию на 1 аккумулятор. Раньше в некоторых поездках мне не хватало на день и 3. Сейчас могу сказать, что это абсолютно лишнее. Более того, если вы используете внешний видоискатель и поставите, а в нем не требуется большая яркость, основной потребитель камеры Sigma Foveon это дисплей, то при минимальной установке видоискателя количество кадров вашего камеры увеличится с 50 до больше, чем 100. Я это показывал, доказывал. И даже в зимнее время больше 100 фотографий от одного аккумулятора старого, причем которому 10 лет. Так что вот имейте в виду, что внешний видоискатель не только служит надежным, устойчивым конструктивом для съемки без штатива, плюс высокоточная наводка на резкость, ну и самое главное, конечно, это защита вас от дурного, плохого кадра. То есть вы видите все реально. И гистограмму, и все настройки, и точность фокусировки. Дальше. Для стрит-фотографии важна, конечно, фокусировка, поэтому я делаю настройку пятна фокусировки максимально устанавливаю. И вам остается только варьировать, куда его установить. Как правило, по опыту я делаю этот квадрат в нижней трети кадра, и ближе как бы к серединке кадра. Практически всегда это работает, даже если вы сдвигаете потом после фокусировки объект, хотя многие говорят, что это нельзя делать, то в случае работы там в диафрагме 4 и выше, и 4 и более закрытой, это уже не принципиально. Если же вы снимаете с большого расстояния, то на открытой 2.8 можете фокусироваться, все будет резко в любом случае. Что касается установки диафрагмы, то вы знаете, что резкость максимальная на Sigma Foveon на открытой диафрагме 2.8. Тем не менее, многие годы я использовал фильтр защитной компании BMW, который считаю очень низкого качества по сравнению с фильтрами компании Rodenstock. Более того, даже если вы снимаете без фильтра, со стеклом от Rodenstock, качество фотографий выше, разрешение выше и дифракция, несмотря на все заявления людей, что без фильтров она снимает лучше, нет, друзья. Фильтр Rodenstock обладает очень интересным свойством в близкофиолетовой области, в ультрафиолете. И поэтому та проблема, которая есть в этом диапазоне у Sigma Foveon, она решается. Реально я много снимал на 16, на 11 и видел дифракцию, и практически все мои друзья, все, кто смотрит, следит за моими фотографиями, знают, что после 11 на 16 дифракция уже видна на этой камере. Так вот, фильтром Rodenstock сразу же резко повысилась резкость, и я уже множество кадров делал на 16. Наиболее оптимальной, конечно, резкой диафрагмой является от 2.8, самая резкая 5.6, 6.3 и 7.
На 8 идет уже небольшие как бы артефакты, но тем не менее, если вы снимаете какие-то пейзажи с резкой детализацией, можно снимать и на 9. Больше, чем 9, если вам требуется очень высокая резкость со штатива, я бы не рекомендовал это делать. Для стрит-фотографии наиболее оптимально открытая диафрагма, ну или 4, 5,6. Это мои рекомендации. Что бы еще рекомендовал я? Ремень нет, отказать. Ремешок на шею для стрит-фотографии не требуется. Более того, он вам будет мешать. Поэтому, если вы установите L-брекет хват, вам этого вполне хватит. А какие еще, друзья, напишите в комментариях, вы используете приемы, кроме съемки с ремня с натяжением, кроме каких-то особых приемов установки локтей на теле. Что еще вы требуете от себя, от камеры для съемки стрит-фотографий? Мне будет интересно. Я не буду вас задерживать сегодня. Давайте напишем комментарий, поддержим лайком это видео. Ну и досмотрим его до конца. Тогда множество людей, которые интересуются в стрит-фотографии, в том числе молодых людей, сможет посмотреть этот ролик и узнать, что такое Фавионыч и зачем он 6 лет занимается этим делом. Всем удачи, пока.